Взлетят ли вертушки, сделанные на 3D принтере? Давайте посмотрим. Всем привет, ребята, с вами Злой Элвис, и сегодня мы немного поэкспериментируем с летающими игрушками-вертушками, которые также назывались летающими волчками, летающими дисками или спиралиферами. Сейчас, конечно, уже давно никто не удивляется мощным квадрокоптерам, способным переносить тяжелые грузы, а простейшие летающие шары и вертолеты продаются в фикс-прайсе всего за несколько долларов и доступны каждому. Ссылка на обзор такого летающего шара на экране и в описании. Но во времена моего детства еще не были доступны такие емкие и легкие литиевые аккумуляторы, миниатюрные моторы и компактная электроника. Поэтому самыми доступными способами накопления энергии были резинки, пружины, ну и, конечно же, инерция. Именно она заставляла вращаться вертушки, унося их высоко вверх и надежно фиксируя на деревьях, проводах, крышах и других конструкциях, вызывая у ребенка множество эмоций. Процесс изготовления спиралифера был описан во многих детских технических журналах, например, «Юный техник» 1959 года. Игрушка делалась из деревянной ручки с вбитым в нее стержнем, катушки с намотанной веревкой, штифтами и, конечно же, винтом, который мог быть изготовлен даже из консервной банки, что, конечно же, было небезопасно. Более продвинутые DIY-щики вырезали вертушки из легких пород дерева. Также был упрощенный вариант вертушки, называемый мухой. Тут винт сажался на стержень, который раскручивался между ладонями. Но не одними самоделками жила ребятня. Редким счастливчикам удалось стать обладателями полноценных заводских игрушек. Например, такой. Или вот такого вертолета. Много висюлек на люстрах полегло под натиском лопастей этих игрушек. Дома они ломались о мебель и предметы, а на улице улетали так далеко, что терялись. Короче, вертушки ценились на вес золота и запускались с большой осторожностью. Но теперь стала доступна 3D-печать, и я попробую напечатать и протестировать несколько лопастей, которые не жалко будет потерять. И самое главное, я хочу попробовать запустить за один раз сразу несколько самодельных лопастей. Как вы думаете, получится это или нет? С помощью чего же я буду запускать вертушки? И у меня есть два варианта. Первый – ручной, используя стартер из этой игрушки, купленной в магазине КБ. То есть такие игрушки выпускаются до сих пор и не теряют свою актуальность. В фикс-прайсе они тоже продаются, но в магазинах поблизости я их не нашел. Второй способ запуска будет автоматический, с использованием установки, которую я сделаю из этого мотора и аккумуляторов. Давайте повнимательнее взглянем на заводскую игрушку. На упаковке ничего интересного. Изготовлена она из полипропилена и нейлона. А нейлон — это очень прочный и износостойкий пластик. Имеется инструкция по сборке. Давайте соберем его. Этот вертолет я тоже запущу для сравнения, но судя по его большому весу и большому углу атаки лопастей, летать он будет недолго. Пару раз дернув за ручку, мы имеем такую картину. Пластик моментально сгрызла веревкой. Нейлон ли это? Скорее всего, в ручке обычный полипропилен, а нейлон содержится лишь в веревке. По сути, игрушка уже сломана, ее ресурс при запуске. Неужели нельзя было вставить сюда копеечную втулку? В итоге вместо рабочей игрушки имеем хлам, который будет загрязнять природу, лежа на помойке уже в день покупки. Пришлось чинить. Вплавил сюда латунную втулку. Надеюсь, теперь игрушка выдержит несколько тестовых запусков. Теперь нам нужно будет спроектировать вертушку вместе с осью, которая должна подходить к выходному валу ручки запуска. Создаем небольшой цилиндр. На его поверхности делаем спираль и пускаем по ней два выступа. Делаем обод, который будет накапливать энергию вращения и не даст сломаться лопастям. А вот и лопасти, их 6 штук. Также, на всякий случай, я решил сделать вертушку с 3 лопастями. Как вы видите, все лопасти я делаю плоскими, с нулевым углом атаки. Это облегчает проектирование, экономит пластик и ускоряет печать. Ведь если делать сразу полноценные лопасти, то при печати они потребуют поддержки. Короче, печатаем пока плоские, а угол атаки сделаем потом. Две вертушки распечатаны, одна с 3 лопастями, другая с 6, но как вы видите, они плоские и не обладают никакой подъемной силой. Берем зажигалку, слегка нагреваем места крепления лопастей и поворачиваем на небольшой угол, учитывая направление вращения. В итоге получаем полноценную вертушку. Давайте проверим, подходит ли она к ручке стартеру.
Все отлично подходит, хоть и профиль немного не совпадает, но это совершенно не важно. То же самое проделываем и с шестилопастной вертушкой. Какая-то большая точность тут не нужна, огнем на глаз. В этой вертушке я сделал углы немного поменьше, так как лопастей тут больше. В итоге мы получаем две вертушки, готовые к тестированию, но сделаем это чуть позже. А сначала нам нужно изготовить электрическую пусковую установку и лопасти к ней. Они будут отличаться от этих лопастей, так как я хочу предусмотреть в них возможность сложения в стопку из нескольких лопастей. Проектировал эти вертушки почти так же, как предыдущие, но есть небольшие отличия. Так как вертушка будет раскручиваться мотором, скорость вращения будет больше, поэтому во избежание разрушения диаметр я сделал немножко поменьше. Лопастей будет 4, и их форма немного другая, так будет красивее. Ну и вся изюминка в центральной части. Вертушка будет не только надеваться на пусковую установку, но и сама служить пусковой установкой для следующей вертушки. В ней есть как прорези снизу, так и выступы сверху. Форма выступов и прорезей оптимальна для легкого отделения вертушки от пускового вала. Теперь сделаем пусковой вал, который будет насаживаться на вал мотора. Его делаем из этой же вертушки, просто отсекаем все лишнее. Снизу я сделал отверстие диаметром 2,9 мм, чтобы надежно насадить его на 3-мм вал мотора ДПР. Теперь спроектируем корпус пусковой установки. Создаем кусок трубы с прорезью. Сюда будет вставляться мотор. Прорезь нужна для того, чтобы сюда свободно проходили провода от мотора. Вытягиваем деталь дальше и делаем большую прямоугольную прорезь. Сюда я вставлю огромный советский выключатель, чуть позже вы его увидите. По краям делаю два держателя для аккумуляторов. Аккумуляторы будут соединять последовательно. Через весь корпус делаю отверстия, исключительно в целях экономии пластика. Детали автоматической электрической пусковой установки готовы. Направляем на печать. А такое бывает, когда установлен слишком большой зазор между соплом и столом. Пластик к нему не приклеивается. Лопасти распечатались отлично и очень легко вставляются друг в друга. Чего не скажешь о корпусе, я переборщил с плотностью поддержек, и их невозможно нормально отделить от деталей. Теперь это похоже на какие-то развалины многоэтажки, либо же на подбитый космический корабль. Также слегка не рассчитал с диаметром, мотор входил туго и деталь треснула, пришлось ее перепечатать. Теперь поддержки отделяются очень хорошо. В это отверстие я буду вставлять вот такой огромный советский переключатель MP111U4. Он легко держит ток как минимум в 2,5 ампера. Также с помощью него можно реализовать резкое торможение двигателя в момент отпускания кнопки. Без этого торможения вертушка может остаться вращаться на роторе. Тут есть 4 контакта, 2 из них замкнуты, когда кнопка отжата, и 2 замыкаются при нажатии. В отжатом состоянии провода мотора будут замыкаться между собой, а при нажатом подключаться к аккумуляторам. Вставляем в корпус мотор, ну и на всякий случай фиксируем изолентой. Не стреляй, брат. Сейчас я вам покажу разницу работы мотора с торможением и без. Это с торможением. А это без торможения. Думаю, разница очевидна. Пусковая установка практически готова, осталось насадить на ротор пластиковую деталь. На всякий случай я их отпечатал несколько штук. Аккуратно нагреваем вал мотора и вплавляем в деталь. Все встало ровно, биение не обнаружено.
Ах да, я же забыл выгнуть лопасти вертушкам для этого стартера, а их у меня много. Процесс затянулся надолго, пришлось даже заправлять зажигалки. Нормально заправляются они только в охлажденном состоянии, пришлось их подержать в морозилке. Вертушки опечатал из пола пластика. При медленной деформации он просто гнется, а при резкой трескается. И я на всякий случай напечатал еще вертушек из синего ударопрочного БС-пластика. Да, много времени ушло на всю эту хрень, и далеко не все получалось сразу. Например, сначала был такой вариант соединения вертушки с валом, но с него вертушка не слетала. Ну да ладно, погнали тестировать. Для начала посмотрим, как летает покупная игрушка-вертолет. Покупной вертолет летает так себе. Резко взмывает вверх и камнем падает вниз. Никакого горизонтального полета. Попробуем шестилопастную вертушку. Как оказалось, летает она невысоко. Видимо, 6 лопастей создают слишком большое трение о воздух, или же угол атаки лопастей недостаточен. Теперь посмотрим, как будет летать трехлопастная. Намного выше. Наверное, причина также еще в том, что вес ее меньше. Да, телефоном снимать такие кадры очень сложно. Нет оптического зума, а если навести на небо, то появляется засветка, и вертушку не видно. Давайте наконец попробуем нашу электрическую пусковую установку. Вертушки летают очень далеко. В процессе я попробовал сломать 2 лопасти на вертушке и запустить так, но ее разорвало, слишком большая нагрузка на обод. Также сломалась центральная ось, но, как оказалось, и без нее все работает отлично. Возможно, вы скажете, что все это хрень, но этой штуковине нашлось и практическое применение. Все, улетело за дом. Теперь давайте попробуем запустить стопку из 7 штук. Очевидно, лопасти вертушек мешают друг другу. Достаточной тяги не развивается, и вертушки остаются единым целым. Но я нашел выход. Надо просто по ним хорошенечко ёбать. Вот только в кадре. Fight! Sub-Zero wins. Fatality.
Вот такая очередная хрень получилась. Пишите ваши комментарии и не забывайте подписываться на канал, ведь впереди еще много интересного. А я благодарю вас за просмотр. Всем пока.